постоянно слышу, что каждый программист должен решать олимпиады, и это очень поможет в будущей работе. Сегодня я решил разобраться, так ли это, или на самом деле от олимпиад больше вреда, чем пользы. Как всегда, я не буду давать вам просто ответ «да» или «нет», а дам достаточно информации для того, чтобы самому сделать вывод, ну и выскажу свое мнение в конце. Ну а меня зовут Денис, и в этот раз тут точно говорят о программировании. Поехали! А, да, у меня тут к вам небольшое обращение. YouTube в последнее время плохо рекомендует мои видео подписчикам, так что не забудь поставить лайк, мне будет очень приятно. Олимпиадное или же спортивное программирование заключается в решении задач на логику с использованием любого удобного языка. Оно широко распространено в учебных заведениях, а также активно используется в соревнованиях между программистами. Существуют десятки и сотни различных олимпиад, начиная от школьных и заканчивая международными. За участие и занятие призовых мест в них можно выиграть серьезные денежные призы. Участие в небольших олимпиадах – хороший способ для любого студента заработать неплохие, относительно, конечно, копеечной стипендии деньги, а также привлечь к себе внимание работодателя. Мы же с вами сегодня будем конкретно говорить о практической пользе от решения спортивных задач по программированию. Для начала давай подумаем, какие плюсы можно извлечь из таких задач. Но перед этим уже по традиции я спросил в своем телеграм-канале, ссылка на который, кстати, в описании, что мои подписчики думают на эту тему. Я думаю, что программисту этого не нужно. Скорее всего, просто разочарование и трата времени. Да и это ничему хорошему не научит. Спортивное — это чисто на то, чтобы код работал правильно, и там ложат болт на красоту. Но определенно это развивает мышление и логику, только лично для меня. Это не сильно интересно. Думаю, можно для души заниматься этим делом. Польза, конечно, будет в алгоритмах и скорости решения поставленной задачи. Но на практике придется писать простой, местами даже глупый код, но рабочий, надежный и читаемый. А то запутаешься и запутаешь ребят по ходу работы над проектом. Спасибо всем за высказывание своих мыслей, было интересно почитать. Ну а твои мысли я жду в комментариях. Теперь перейдем к тому, что я думаю про это. Первое, что ты тренируешь, решая олимпиады, это алгоритмическое мышление. Ты строишь сложный алгоритм, используешь графы, бинарные деревья и конструкции, которые в будущем помогут решать интересные задачи. Вдобавок, во время решения задачи ты можешь изучить популярные алгоритмы, например, сортировки или поиска. Также понять их лучше для дальнейшего применения в реальном программировании. Второе, что ты тренируешь, это решение задач максимально быстро. Ведь самое важное при написании олимпиады — это решение задачи за отведенное время. Значит, скорость поиска решения и его реализация исключительно важны, что пригодится в реальной разработке программного обеспечения. Вдобавок, ты учишься быстрее писать код, что сказывается на механической скорости набора текста, что как бы тоже важно. Третье и самое главное — это освоение программирования. По собственному опыту знаю, что когда ты занимаешься решением спортивных задач, ты начинаешь понимать, казалось бы, привычные механизмы на совсем другом, более глубоком уровне. Ты начинаешь задумываться о привычных вещах, которые раскрываются для тебя с новой неожиданной стороны, что также мощно бустит твои навыки. Вдобавок, решение таких задач мотивирует использование полезных инструментов среды разработки, таких как отладчик или вкладку рефакторинга. И вот, казалось бы, что может пойти не так и почему я назвал свое видео именно таким названием? И почему вначале прозвучала именно та, казалось бы, бессмысленная цитата, которая в итоге прозвучала? Все, что я только что сказал, кажется таким очевидным и простым, и непонятно, как вообще можно с этим поспорить. А поспорить на самом деле можно. Во-первых, скорость написания кода — это не всегда хорошо в контексте бизнес-разработки. Вот давай подумаем логически. Бизнесу выгодно, чтобы любой продукт создавался максимально быстро. Говорят, время — деньги. Быстрее исполнишь заказ, быстрее заплатят, быстрее заказчик останется доволен и все в таком роде. Но все же компании тратят время на планирование программного продукта и утверждение различного рода требований перед подачей их в раздел разработки. Так почему? Как раз потому, что в будущем может возникнуть задача расширения или изменения проекта. В коде, написанном криво и наспех, как в олимпиадной задаче, будет сложно разобраться, а чтобы его расширить, придется менять кучу разных его частей. Именно поэтому в реалиях современной разработки ценится не столько быстро написанный код, сколько качественно написанный код. И на его качество влияют такие параметры, как красота кода, то есть его читаемость, а также скорость, с которой другой программист сможет понять твой код при возникновении такой необходимости. Написанный быстро код по своей сути не может являться качественным, потому что любую структуру
структуру, лучше сначала продумать, осмыслить и взвесить все варианты, чтобы понять, как написать читаемый и понятный код, который легко модифицировать, расширить или отладить. Олимпиады же не учат такого и даже не предполагают стадию планирования, а заставляют сразу переходить к реализации. Я и сам был таким человеком, которого заставляли в вузе учиться планировать задачи, а он думал, да блин, нахера мне это надо, я и так могу все написать. Это грубая ошибка, которая в будущем приведет к серьезным проблемам на реальной работе. Не повторяйте моих ошибок. Вторая проблема олимпиадных задач — это алгоритмы. При подготовке или непосредственном решении олимпиады ты изучаешь алгоритмы. Вот только большая часть из этих алгоритмов имеет встроенную реализацию в высокоуровневых языках. Вот, например, тебе нужно найти максимальный элемент в массиве в питоне. Бля, вот только попробуй начать это реализовывать на питоне через цикл. Для этого существует встроенная функция max, которая работает гораздо быстрее. И не говори мне сейчас, что она написана на том же питоне, и если ты напишешь ее сам, то будет одно и то же. Я тебе по башке тресну. Реализована на носи, и за счет этого работает в сотни раз быстрее, чем та, которую ты напишешь на питоне. И на самом деле так работает со многими алгоритмами, поэтому смысла знать о чем-то кроме их существования я не вижу. Еще одна проблема — это ООП. Мало кто его использует при реализации олимпиадных задач. Причина этому очевидна. Объектно-ориентированное программирование медленнее процедурного и не подходит тогда, когда скорость исполнения кода считается буквально в секундах и миллисекундах. А ведь умение писать код в объектно-ориентированном стиле безумно важно сейчас. Многие языки придерживаются именно таких концепций. И получается, что ты просто тратишь время на бесполезные подходы, которые в будущем, возможно, даже не будешь использовать, вместо того, чтобы тренировать что-то действительно нужное тебе. В итоге получается, что каждый должен найти в олимпиадном программировании что-то свое. Если ты новичок, то олимпиадные задачи станут для тебя полезным тренировочным занятием. Если ты студент, то, возможно, олимпиады помогут тебе заработать свои первые деньги программированием. Если же ты уже нашел себе работу или уже дошел до уровня изучения какой-то технологии, то тут два пути. Либо ты решаешь олимпиады для удовольствия и, что называется, по фану, либо просто не трать на них время, потому что ничего особо полезного они тебе не дадут. На этом все. С вами был Бебра, подписывайтесь на канал, здесь говорят правду.